Война. День 251. Ситуация на фронтах. Россия продолжает наносить ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Так, например, вчера утром Россия выпустила 50 ракет Х-101 и Х-555 суммарной стоимостью от 400 до 600 миллионов евро. К слову, эта сумма превышает годовой бюджет таких городов, как Новосибирск или Екатеринбург. Вместо одной ракеты можно было купить минимум 5 современных трамваев, и, быть может, Омск стал немного лучше. Но, похоже, россиянам больше нравится уничтожать города соседей, вместо того, чтобы развивать свои города и улучшать жизнь граждан. Воздух. Не завоевав господство в воздухе в первый месяц войны и из-за больших потерь, российское командование приняло решение использовать авиацию в качестве поддержки лишь вдоль линии фронта. Но даже и там они продолжают нести чуть ли не ежедневные потери, что вынуждает летчиков действовать еще более осторожно, выпускать неуправляемые ракеты по баллистической траектории, задрав нос вверх. Разумеется, точность таких ударов оставляет желать лучшего. Нередки случаи, когда такие удары накрывают российские же позиции. Тем не менее, даже эта тактика не гарантирует безопасность, и авиация продолжает нести потери. Так, по данным блога Oryx, который считает только подтвержденные потери, где каждую единицу можно зайти и проверить, Россия потеряла 262 единицы авиационной техники, 62 самолета, среди которых 11 Су-30 и 17 Су-34, 57 вертолетов, среди которых 25 ударных К-52, остальное различные беспилотники в количестве 142 штук. Восток. Россияне продолжают доукомплектовывать свои войска мобилизованными и направлять их без подготовки в бой. Так, на Сватовском направлении отчасти восстановленная 144-я дивизия пошла во встречную атаку, дабы оттеснить украинские войска от трассы Р-66. Впрочем, результат стал обратным, и им пришлось отойти от тех позиций, с которых начинали, а фронт теперь еще ближе к Сватово. Так бои идут возле Попивки и Площанки. На правом берегу Северского Донца российские войска атакуют Белогоровку, Солидар и пытаются прорваться к Бахмуту. Но никаких видимых успехов у них тут нет, хотя бои идут ожесточенные. В районе Донецка, видимо после захвата Песок, российскому командованию пришло в голову взять в клешни Авдеевку, и ради этой цели они который месяц кладут свои войска. Так, с севера россияне атакуют Каменку и Веселе, а с юга Первомайское, Водяное и Опытное. И лишь возле последнего они добились незначительных успехов, преодолев поля от Донецкого аэропорта до трассы М-04, а на некоторых участках до реки Водяной. На южном фланге активизировались бои в районе Угледара, где россияне атакуют Павловку и имеют незначительное продвижение. Запорожье подвергается сильным обстрелам комплексами С-300 в режиме земля-земля. Юг. Россияне явно намерены удерживать Херсон и перебрасывают сюда дополнительные силы и наиболее подготовленные войска. Сообщается о сильных боях вдоль всей линии фронта, что в том числе подтверждается кадрами разбитой техники с обеих сторон. Также на этом направлении наиболее активна авиация. Тут были сбиты российские ударные вертолеты К-52, но информации о изменениях линии фронта неизвестно. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашим лайкам, подписке, комментариям, адекватным желательно, и огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.